Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 8 мая. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 8 мая, а также уделим внимание церковному календарю и поговорим о том, на что сегодня обязательно стоит обратить внимание. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно напишите слово «Вселенная», и тогда Вселенная поможет вам обязательно достичь огромного богатства. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, 8 мая Православная Церковь отмечает День памяти апостола и евангелиста Марка, одного из наиболее почитаемых ранних христианских деятелей. Родившись в Иерусалиме, он был ближайшим сподвижником апостолов Павла, Петра и Варнавы, сыграв ключевую роль в раннем христианском движении. Дом его матери стал убежищем для апостолов после Вознесения Господня, служа местом собраний и молитвы для верующих. Марк сопровождал апостола Павла и Варнаву в их путешествиях, разделяя тяготы и радости проповеди Слова Божьего. Он посетил множество мест, включая Рим, Египет, Ливию, Антиохию и Крит. Именно в Риме, это было около 62-63 года, он написал свое Евангелие, ставшее важным свидетельством о жизни и учении Иисуса Христа. Это Евангелие традиционно считается кратким пересказом проповедей и рассказом апостола Петра. Прибыв в Александрию, Марк основал здесь первое христианское училище, которое позже станет центром богословской мысли, воспитав таких выдающихся деятелей, как святитель Дионисий, Климент Александрийский и Григорий Чудотворец. Кроме того, Марк составил чин литургия для александрийских христиан, укрепив тем самым организационную основу местной церкви. Проповедь Марка вызвала ненависть среди язычников, которых в то время все еще было много в Александрии. Они напали на него, избили и протащили по улицам города, после чего заключили в темницу. На следующий день разъяренная толпа потащила его на судилище, но по дороге он скончался. Язычники хотели сжечь его тело, но чудесное вмешательство, землетрясение и гром остановило их, и христиане смогли погрести тело апостола в каменной гробнице 4 апреля 1963 года. В 310 году над его мощами была построена церковь. Позже, в 820 году, из-за угрозы арабов-магометан, мощи были перевезены в Венецию и помещены в храм, названный в честь святого Марка. Собор святого Марка в Венеции, построенный и украшенный с 9 по 15 век, считается истинной жемчужиной архитектуры. Он представляет собой склетичное сочетание готического, восточного и романско-византийского стилей, поражая своим величием и богатством внутреннего убранства. Мозаики, барельефы и оригинальные детали делают этот храм одним из наиболее известных архитектурных памятников Европы, не только отражая художественную эволюцию Средневековья, но и указывая на важность апостола Марка в христианской традиции. Апостол и евангелист Марк оставил неизгладимый след в истории христианства. Его Евангелие стало источником вдохновения для многих поколений верующих. Он привнес в церковь свою любовь к знаниям, установив прочные традиции обучения и наставничества в Александрии. Его смерть символизирует верность и стойкость веры перед лицом преследований, а его вклад в укрепление и развитие ранней церкви продолжает вдохновлять верующих по всему миру. Также обращаем ваше внимание, 8 мая у нас с вами продолжается Светлая Седмица, и она называется сегодня Градовая или Хороводница.
Напоминаем вам, что Светлая Седмица начинается сразу после Пасхи и продолжается в течение всей недели. В это время особенно ощущается радость от воскресения Христа. Православные христиане посвящают эту неделю чествованию Спасителя, проводят время в молитвах, в пении церковных песнопений и участвуют в литургиях. Это время, когда церковные врата всегда открыты, символизируя открытость церкви и доступность спасения для всех верующих. Одним из самых колоритных и интересных дней Светлой Седмицы является среда, которая получила название Хороводница или Градовая. В этот день существовала традиция не работать в поле, чтобы не провоцировать небеса на посылку града, который может уничтожить начинающиеся посевы и всходы. Вместо труда в поле люди устраивали гуляния, водили хороводы и наслаждались общением друг с другом. Хороводы, как символ единения и вечного движения жизни, отражают главную тему Пасхи – возрождение и бесконечность жизни. В этот день в деревнях и в городах можно увидеть, как люди, взявшись за руки, образуют круги и танцуют в ритм народных мелодий. Хороводы не только развлекательный элемент, но и глубоко символический акт, который сплачивает сообщество, укрепляет духовные связи между его членами и служит молитвой за благополучие и защиту от всех бед. Также в этот день принято угощать друг друга пасхальными куличами и крашенками, делясь радостью праздника. Вечером могут разгораться костры, символизирующие свет и тепло, которые Христос принес в мир и уничтожающие остатки зимы и холода. В народном календаре 8 мая был известен как Марков день или Марк-ключник. Эта дата ознаменована наступлением настоящей весны и является значимым временем для проведения ритуалов, направленных на очищение и защиту дома. По народным приметам, это время, когда уже заметно теплеет и порой создается впечатление приближения настоящего лета. Также этот день был не предназначен для покоя. Хозяйки активно занимались хозяйственными делами, особенно используя крапиву в качестве средства защиты и очистки. Крапива с древности ценилась не только как лекарственное растение, но и как мощный оберег от зла и несчастья. В народных верованиях ей приписывались уникальные свойства очищения пространства от негативной энергии. Острые колючки растения считались способными отражать вредоносные влияния, защищая дом и его обитателей. Традиционно в Марков день над входной дверью размещали букет из крапивы, чтобы предотвратить появление нежданных гостей. Также считалось, что букет способен очищать мысли входящего, настраивая его только на позитивный лад. Хозяйки использовали настой крапивы для мытья полов и лавок в избах. Этот ритуал помогал не только поддерживать чистоту, но и защищать дом от влияния злых духов и негативной энергии, сохраняя в доме гармонию и благополучие. Для глубокого очищения пространства веточки крапивы раскладывали по всем углам дома на сутки, после чего их выносили на улицу. Этот обряд обеспечивал избавление от накопившейся негативной энергии и обновление вибраций в доме. На Марков день также обращали внимание на погодные условия, которые считались предвестниками летнего сезона. Если в этот день стояла ясная и теплая погода, это воспринималось как благоприятный знак, обещающий хорошее и урожайное лето. Теплый весенний воздух и яркое солнце символизировали процветание и изобилие. Марков день, который наши предки отмечали 8 мая, также в народном календаре носил и особое значение, объединяя все природные и религиозные аспекты жизни. Апостола Марка называли ключником, так как верили, что в его власти находятся ключи от дождя, столь необходимого для успешного урожая. Этот день также стал символом прихода певчих птиц, призванных оживить весну своим пением. С приходом весны и теплой погоды люди в деревнях с нетерпением ожидали возвращения певчих птиц. Прилет этих пернатых предвещал наступление периода процветания, и чтобы привлечь птиц, хозяйки разбрасывали во дворе конопляное семя. Конопля считалась лакомством для птиц, и по народным поверьям их прилет обеспечивал благоприятные приметы для дома и семьи.
В некоторых регионах особенно активными становились ловцы чижей. И чижи, как вы знаете, одни из самых музыкальных и приятных на слух птиц, привлекая внимание не только своим пением, но и возможностью украсить домашние вольеры и сады своим присутствием. Апостол Марк в народной традиции стал известен как ключник, что связано с верой в его способность открывать небесные врата для дождя. В день его почитания люди возносили молитвы о ниспослании на землю обильных осадков, жизненно важных для весенних посевов и будущего урожая. Особое значение имело количество дождя, выпадающего в мае. По народной примете, если выпадут 3 хороших дождя, значит урожай будет достаточным на 3 года вперед. В старину некоторые люди в Марков день постились, чтобы умилостивить апостола Марка и заручиться его поддержкой. Считалось, что таким образом апостол не запрет ключи дождей и обеспечит их своевременное и обильное выпадение. Дело в том, что в мае дожди играют ключевую роль в сельскохозяйственных работах. Земля нуждается в увлажнении, чтобы принять семена и подготовить почву для их полноценного роста. В этот период молитвы и обычаи, связанные с апостолом Марком, направлены на обеспечение благоприятных погодных условий. В этот день, по традиции, дома очищали от негативной энергии и нечисти, использовали отвар из крапивы для того, чтобы протирать все поверхности в доме, и именно такой отвар не только убирал грязь, но и символизировал удаление негативной энергии, так как крапива считалась сильным защитным растением. После тщательной уборки в доме раскладывали пучки крапивы, которые оставляли на сутки для защиты и привлечения благоприятных энергий в дом. Кроме того, 8 мая считается благоприятным днем для совершения покупок, особенно значимых и крупных. Чем больше денег потратишь в этот день, тем больше прибыли можно и ожидать в течение года. Поэтому этот день считался идеальным для инвестиций и начала новых финансовых проектов, так как считалось, что все сделанные вложения обязательно принесут удачу и увеличат благосостояние. Давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать 8 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Согласно народным приметам, в день Марка Ключника строго запрещено было делать влажную уборку в доме. Дело в том, что такая уборка могла вымыть из дома не только грязь, но и достаток, благополучие, а также хорошую энергетику. Это связано с пониманием того, что вода может унести с собой и важные аспекты жизни, оставив дом пустым и уязвимым для неприятностей. В то время как влажная уборка запрещена, пылесосить и подметать полы в этот день не только разрешено, но и рекомендуется. Сухая уборка поможет собрать и убрать старую энергию, подготавливая пространство к новому, без риска вымывания благополучия. Это действие символизировало очищение от прошлых неудач и проблем. Кроме того, хозяйкам в этот день не следует проводить весь день внутри дома. Важно вывесить белье для просушки на улице, что символизировало обновление и привлечение свежей энергии. Кроме того, рекомендовалось обойти все комнаты с пучками крапивы, которые обладают защитными свойствами. Крапива считается мощным средством против зла и врагов, и их использование в домашних ритуалах было нацелено на создание защитного барьера против негативных влияний. Крапивный настой использовался и для того, чтобы обрызгивать спальные места, что не только освежало пространство, но и защищало его от негативных энергий во время сна. Этот ритуал укреплял энергетическую защиту дома и способствовал спокойствию и защите его обитателей. Также одним из самых интересных запретов этого дня касалось именно воды. Считалось, что в этот день нельзя проливать воду на землю, так как было такое поверье, что если апостол Марк увидит, что люди сами поливают землю, он может решить, что небесная влага им не нужна. Таким образом, проливание воды могло бы привести к дефициту дождей, что критично повлияло бы на урожайность полей. Этот запрет является напоминанием нам о том, как важно сохранять ресурсы и полагаться на естественные процессы в природе.
Марков день. Также существовала традиция не сдерживать себя в расходах. По народным поверьям, деньги, потраченные в этот день, приведут к увеличению благосостояния в будущем. Это особенно касалось покупок, которые приносят радость. Что чем более щедрым будут ваши траты 8 мая, тем больше финансовое изобилие ожидает вас в течение года. Эта традиция подчеркивала связь между личным благополучием и благополучием людей, так как деньги, которые были вложены во что-либо, способствовало процветанию. Кроме того, особенно важным сегодня было избегать конфликтов и серьезных разговоров с близкими. Народная традиция предписывает провести этот день в кругу семьи, чтобы способствовало укреплению семейных уз и созданию атмосферы понимания и поддержки. Поэтому очень важно 8 мая сохранять гармонию и не поддаваться на провокации к ссорам, что в течение всего года в доме будут царить и мир, и согласие. Также не стоит сегодня вмешиваться в чужие дела и в судьбы, иначе это может привести к непредвиденным последствиям и негативно сказаться на собственной жизни. Кроме того, сегодня не стоит строить совместные планы на будущее. Планы, составленные 8 мая, могут не сбыться или привести к неожиданным разочарованиям, включая возможное вмешательство третьих лиц, которое может привести к тем или иным ситуациям. Вот такой, друзья, у нас с вами день 8 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. А на экране вы сейчас видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.